Привет, друзья художники! Сегодня у меня видео с ответом на вопрос одной моей подписчицы Анкарт, которое она задала под моим видео о холстах. Ссылочка вверху. Можете посмотреть в сравнении лен и хлопок, что выбирать для живописи. А сегодня расскажу вам, как избавиться от вот этого жуткого грибка, который появляется на отдельных холстах. Это холст не мой, еще расскажу, а другой художницы. Но вот у меня завелся такой грибок именно на этом холсте. К сожалению, это не редкость. Если вы покупаете дешевые холсты, то грибок вам обеспечен. Здесь речь идет о том, что у таких холстов очень плохая грунтовка и проклейка. У меня есть несколько таких холстов, но вот как-то на них плесень пока не завелась. Возможно, здесь еще речь о том, где хранятся эти холсты. Если это влажное, плохо проветриваемое помещение, то грибок обеспечен. Грибок сам по себе может заводиться еще в экстремальных условиях. Например, у Ани Миклашевич случилось такое несчастье, что после того, как затопило помещение, в котором хранились ее картины, у нее на холстах тоже появились вот такие вот точечки. Грибочек, который очень любит кушать наши вот с вами холсты. Поэтому сегодня я решила посвятить короткий свой обзор этому вопросу и покажу вам, как же избавиться от грибка. Вот, и сейчас я показываю, что мы делаем. Значит, у меня миска с тряпкой. Я наливаю туда. Сейчас с руки снимаю, потому что мне не на что поставить. Я наливаю туда уксус 9%. Хорошенечко смачиваю это все. Так, не отжимаем сильно, а делаем так, чтобы вот немножко стекал уксус. И вот так вот по всему холсту с обратной стороны мы наливаем этот уксус, прямо отжимаем так, чтобы он заливался у нас вот туда под край. Вот таким образом. И протираем вот это все уксусом. В основном, конечно, к нижнему краю вот стремится. Но нужно это сделать со всех боков. И отсюда, и отсюда. Вот. Сейчас я выключаю, обрабатываю, а потом к вам вернусь. Вот так он у меня прям, видите, стекает уксус с одного из боков. Вот, прям чтобы зашел туда вовнутрь. Самые опасные места. Вот видите, сразу черненькие точки пропали. Они сделались такими... Да что ж такое, не настраивается камера. Ни в какую. Они сделались уже более коричневатые такие. Вот это надо потереть еще место. Не вытираем чистой водой. Оставляем вот этой стороной на солнечную сторону ставим. Сейчас, конечно, зима и солнца у нас давно уже нет. Ну, в принципе, на освещенную сторону, хорошо освещаемую, на окно поставить попой картину. И ждать, пока это все высохнет и обесцветится.
Больше ничего не нужно. Желательно, конечно, хранить это все в проветриваемом помещении, без доступа влаги. И сухое, конечно, должно быть хорошо помещение. Время от времени такую картину приходится обрабатывать, никуда не денешься. Это дешевые холсты, то, о чем я говорю. Хорошо, если эта картина просто у вас хранится, а если она куплена и у клиента завелся грибок, это очень неприятно. Еще что хочу сказать. Ни в коем случае нельзя спать в помещении, где висит эта картина. Убирайте. Ну и вообще нежелательно хранить в квартире картину с грибком. Сами понимаете, что такое грибы. Значит, что нужно запомнить? Первое, что плесень любит сырое, непроветриваемое и темное помещение. Боится она света, особенно яркого солнца, сквозняков и кислоты. Поэтому мы обрабатываем ее уксусом. А у меня спрашивали, можно ли обработать хлоркой. Можно, но это не дает вам гарантию сохранности холста. Уксус летучий, он быстро выветривается, при этом он убивает вот этот грибок. Хлорка, конечно, убьет грибок, но при этом испортит ваш холст. Поэтому я хлорку не рекомендую. Ну, это в принципе и опаснее. Хотя уксусная кислота тоже довольно едкая. Я сделала ошибку, когда обрабатывала этот холст. Я закрыла окно, потому что холодно было, и чуть не задохнулась. Поэтому рекомендую открывать окна настежь, обрабатывать, ставить на подоконник и ждать, пока он проветривается. Очень быстро выветривается уксус, в отличие от хлорки, и у вас будет чистенький холст. Ну а основная моя рекомендация, вы уже знаете, это покупать не дешевые холсты. Я не призываю покупать дорогущие, но можно выбрать средние холсты хорошего качества для своих картин. А в следующем видео я вам расскажу, как я реставрировала свою картину. Вот такая очередная халепа со мной случилась, и неприятности эту мы пережили. Я отреставрировала свою картину. Весь процесс от начала и до конца я вам покажу в 2 последующих видео. Материал у меня отснят, но его надо смонтировать. Там очень короткие промежутки такие. Вот. Надеюсь, что вы останетесь со мной. Если кто еще не вступил в мою группу в Телеграме, абсолютно бесплатную, для художников, продающих не только на Etsy, но и за рубеж на онлайн-галереях, вступайте. Ссылка на группу останется в описании. Кроме того, есть группа для начинающих художников, где есть небольшое количество уроков бесплатных. Так что добро пожаловать. И мои услуги для художников — это переводы. Переводы ваших описаний, биографий и всего остального, то, что требуется художнику для подачи в онлайн-галереи, в резиденции иностранные, на выставки и также для размещения на маркетплейсах. Услуги оказываю не только по переводу, но также сочиняю описание картинам, придумываю названия. Для меня это очень интересно, потому что я вижу, что для многих художников это доставляет трудности. Не стесняйтесь обращаться в личку в Телеграме. И до новых встреч!